Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Людмила Шпакова в потоке. Ну что, мои дорогие, сегодня у нас с вами будет еще один глубокий, потоковый, психологический разбор с места силы. И название к нему звучит так: «Его истинное лицо и мысли о вас». У нас с вами будет 3 позиции. Прошу прощения, что так и не нашла для вас никаких красивых ориентиров. Их здесь просто нет. Да? Не хочется брать какие-то обломки кораллов некрасивые, поэтому оставила все так, как есть. Итак, перед вами 3 позиции. Надеюсь, что их видно. Загадывайте ваших мужчин. И как же мы с вами будем сегодня разбирать? Да? Значит, сначала сделаю небольшую сигнификацию, что между вами. Чтобы вы поняли, да, ваш ли это случай или не ваш. После сигнификации мы смотрим истинное лицо вашего мужчины. А потом посмотрим его мысли о вас, да, не те мысли, которые у него присутствуют вот прямо сейчас в голове, да, а в целом, что он думает о вас и о ваших отношениях. Вот для чего вы этому человеку, для чего вы ему нужны. Итак, первую позицию оставляю, вторую кладу, и вторую, и третью, да, кладу вот сюда под колоды, потому что они улетают, как вы уже поняли, да. Итак, все, начинаем. Единички. Что между вами происходит? Что между вами происходит? Значит, смотрите, мне показывают ситуацию некого треугольника или четырехугольника. Ну вот, так если говорить прям четко и буквально, скорее это треугольник. И треугольник здесь с вашей стороны. То есть вы находитесь в состоянии императрицы, вы замужняя женщина, у которой нет ресурса внутри ее семьи. Да, у вас есть муж, у вас есть семья, но нет любви. Скорее всего, вы или не любите своего мужа, или отношения уже стали, знаете, такими бытовыми, одиночество вдвоем, дружескими, партнерскими. Бывают разные ситуации в браке, да, когда уже прошла любовь, прошли какие-то чувства, а остались между людьми лишь обязательства. Вот, значит, вы находитесь в таком браке, да, может быть, это счастливый брак, но безэмоциональный, да, спокойный, стабильный, но безэмоциональный. Вот. А мужчина здесь показан в пажовых энергиях, то есть он может быть моложе вас, может быть, он просто свободен, этот человек, да, но он недостаточно зрелый, он недостаточно обеспеченный. И, в принципе, если его сравнивать, допустим, с вашим мужем, да, и с тем, что вам дает ваш брак, то этот человек может дать вам гораздо меньше, может быть, вообще ничего дать не может, да. Значит, здесь у вас может быть возвращение человека из прошлого, то есть мужчина третий, которого вы сейчас загадали, да, третий фактор ваших отношений. Значит, это может быть человек из вашего прошлого, который внезапно вынырнул, какой-то бывшая любовь, бывший одноклассник, однокурсник и так далее. Вот. Значит, с которым когда-то были отношения, а потом было длительное молчание, и вот он появился. Да? Значит, или же это могут быть отношения с новым человеком, но, может быть, вы ни разу не виделись. Или виделись один раз и в основном общаетесь через расстояние. То есть здесь могут быть как такие аспекты, так и другие. А может быть, все это вместе, да, и человек из прошлого, и общаетесь только по переписке. Окей. Здесь показана, знаете, интересная история еще. Вы оба с этим человеком, которого мы смотрим, разочарованы. Только вы разочарованы в эмоциональной части своей жизни, как будто бы, знаете, вот вы уже давным-давно не испытываете каких-то положительных, может быть, любовных, да, эмоций. А этот человек разочарован в том, как у него с финансовой точки зрения сложилась жизнь.
Вы находитесь в очень похожих энергиях с ним, но он думает в этот момент о финансах и о том, что у него то ли ничего не получилось, то ли ничего не получится уже. Знаете, когда вот типа все, там полжизни прошло, у меня уже ничего не получится. Вот. А вы то же самое испытываете и думаете о своих эмоциях. Что там полжизни прошло, да, я уже замужем, ну, в общем, как бы можно было бы оставить и так, уже ничего не будет, да. Прошла молодость, прошла любовь. Вот вы оба, собственно, переживаете очень похоже, но на разные темы. Хорошо, давайте смотреть его истинное лицо. Буду смотреть на этой же колоде. Да, она очень говорящая. Очень хорошо показывает все. Итак, истинное лицо вашего мужчины. Отлично. Он нам дает блок. И говорит о том, что он не намерен раскрывать свое истинное лицо. Да, от этого стало еще интересней. Давайте. Мы так просто не сдаемся. Угу. Опять блок. 2 блока. Но я понимаю, почему. Вы знаете, перед нами человек, который внутри совершенно пустой. Он не знает, кто он не знает, зачем он не знает вообще, в принципе, зачем он живет. Да, у него нет каких-то смыслов, и у него нет каких-то целей. Или его цели, они весьма странные. У человека, вот смотрите, неважно, сколько ему лет, но если он уже достаточно зрелый и взрослый с точки зрения возраста, да, то перевернутый шут-дурак – это не самая лучшая карта. Понимаете, это не самый лучший аркан для взрослого человека. В взрослом, зрелом возрасте человек уже должен прийти к королю, к императору, да, для того, чтобы понимать вообще свое место. А здесь человек, да, до сих пор находится вот в этом аркане шута-дурака, как будто бы его жизнь еще не началась. Понимаете? То есть он себя воспринимает как человека, который еще не начал жить. Как будто бы у него некая жизнь еще впереди. И поэтому он живет здесь немножечко так, знаете, в черновиках. Как будто бы пишет черновик. Ну, ничего страшного, да. Я женился раз, не получилось, развелся. Женился 2, не получилось, ну, опять разведусь. Да, женюсь 3-й раз, не получится, опять разведусь. То есть сейчас я не заработал денег, у меня нет квартиры, но когда-нибудь я обязательно заработаю, да. Неважно, что мне уже 50 или 60 лет. Вот, то есть здесь человек все время пишет черновик, как будто бы, знаете, все, что он делает, и то, как он живет, не имеет значения. Вот. Внутри себя он чувствует глобальную пустоту. Ему кажется, что он прожил очень тяжелую жизнь, и что вот он работал так работал, пахал так пахал. Он делал для всех все, но эти все его не оценили. Понимаете, здесь есть очень много обвинения окружающих людей в том, что его не поняли, его как-то затроллили, понимаете, его забулили. Близкие люди, для которых он что-то делал, да, не поняли, что он делал. И, собственно, его никто не оценил. Вот. Ему кажется, что рядом с ним должна появиться какая-то спасительница, спасательница, женщина, которая будет более благополучна, чем он, которая знает, как жить, и которая его куда-то поведет. Возьмет за ручку и поведет нашего малыша. Вот. И, соответственно, он всю жизнь ищет эту женщину. Он ищет не себя, да, настоящего, не свое истинное «я», не свой путь, не свое предназначение, а он ищет некую женщину, которая ему
укажет этот путь, которая его возьмет за руку, поведет по этому пути, которая поможет, которая сделает. Вот таким образом размышляет здесь человек. И он никогда не будет честен. Он всегда будет скрывать о себе какую-то информацию, да, дабы всегда хорошо выглядеть в ваших глазах, дабы как-то не опростофилиться, чтобы вы не увидели этого шута-дурака, да, который никак не может выйти из энергии начала. Да. Жизнь еще не началась у этого человека. Ну вот внутренне, да. На самом же деле это просто ощущение нереализованности, внутренней пустоты, неспособности что-либо создать, что-либо сделать. Вот, значит, при этом он сам считает, что он очень много работает. Очень много всего делает для других людей. Угу. Он такой, знаете, активный не в тему, я бы сказала. То есть, когда надо действительно делать дело, когда надо работать, он настолько боится какой-то ответственности или боится приложить свой ум, потому что он не уверен в своих знаниях, не уверен в своем интеллекте, что он прячется. То есть, когда нужно действительно поработать, он может заболеть, он может сесть дома, придумать 1000 причин, чтобы этого не делать. А вот когда нужно сделать какую-то бессмыслицу, какую-то глупость, он может собраться посреди ночи и поехать ее сделать. Здесь очень странные энергии, понимаете? Как будто бы человек опирается не на свой разум, не на свой опыт жизненный, а на какие-то эмоции сиюминутные, которые вот его взбудоражили посреди ночи, да, надо что-то сделать. Он поедет, это сделает. А для чего? Зачем? Совершенно непонятно. Ну, вот такое истинное лицо нам сегодня показали. Хорошо. Так, давайте же посмотрим его мысли о вас. Да? Что же он о вас думает? Для чего вы ему нужны? У меня, извините, да, у меня здесь походные немножко условия. Какой бы красивый ни был вид, но люди рядом все-таки существуют. Позволим им просто существовать, наслаждаться своим отдыхом. Итак, тихо, тихо. Мысли полетели, мысли улетают человека. Угу. Угу. Так. Мысли о вас на самом деле, ну, во-первых, этот человек очень хотел бы с вами продолжить род свой, да. Если вы еще способны, если он еще способен, да, здесь идет разговор о каком-то родовом древе и о том, что он видит вас как некую продолжательницу своего рода. Ему бы очень хотелось от вас ребенка. Значит, если вы уже, скажем так, вышли из возраста рождения детей, да, их зачатия, то речь может идти о том, что он сожалеет о том, что не вы являетесь матерью его детей. Может быть, он сожалеет о том, что у него нет детей, и вот вы бы очень подошли на роль такой женщины. Он вас очень высоко, на самом деле, оценивает. Вы такой очень ценный персонаж в его схеме, да, жизненной. И он как раз думает о том, что, ну, скорее всего, вы могли бы стать той путеводной звездой, которую он ищет. Да? То есть вы женщина, которая очень подходит на роль его идеала. Естественно, да, идеал хорош когда он в жизни выполняет определенные функции. И этот человек думает о том, что было бы очень хорошо, если бы то ли вы вели себя так, как вели себя раньше, то ли вы любили себя так, как вели себя раньше. Здесь опять идет разговор о неком прошлом. Он вспоминает какое-то прошлое и говорит: ах, как бы было замечательно, если бы она
перестала быть такой умной, такой прошаренной, да, и вернулась в свое обычное влюбленное кубковое состояние и снова меня любила бы просто так вот за то, что я есть, за то, что я есть. Вот. Но, видимо, вы здесь не особенно идете на контакты, не особенно хотите кого-то вести в его лучшее будущее, да. Вот, значит, что он еще думает? Он думает о том, что при помощи определенных манипуляций он вас все равно заманит, да, в те отношения, которые ему нужны. А что же ему нужно? Да? Первое, под эгидой какой-то дружбы, под эгидой каких-то очень доверительных отношений человек хочет вас вогнать в состояние дьявола, да, в дьявольскую зависимость от себя. И делать он это будет под прикрытием дружбы, под прикрытием платонических отношений. Да, я ж тебя платонически люблю, я тебя не забыл, я вернулся. Ты единственное, что у меня есть. Ты мой единственный друг, ты моя уникальная женщина на все времена, да, и во всех народах. Вот, значит, но вгонять он будет вас в состояние дьявола, потому что Иерофант здесь перевернулся. Он будет как будто бы лечить вас от вашей внутренней безнадёги, лечить вас от эмоциональной опустошенности, да, то есть этот человек, он знает или видит, или вы ему сказали, да, о том, что вам не хватает эмоций, что вы ищете или настоящую любовь, или какую-то эмоциональную наполненность. И зная это, да, он будет использовать вот этот ваш голод эмоциональный, чтобы привести вас в состояние зависимости от него. Ему нужна какая-то ваша сила. На вас выпадает карта силы, да, и это говорит о том, что вы научились усмирять свои инстинкты, научились жить какими-то целями, трудиться очень сосредоточенно, очень целенаправленно, да, идти к каким-то достижениям. И вы получаете результаты от жизни. И вот этот человек, он хочет как будто бы, знаете, то ли скопировать вас, то ли научиться у вас, как надо делать, понимаете, то ли откачать вашу силу как некий ресурс. Здесь у каждого будет что-то свое, но на самом деле его цели, да, они не такие благозвучные, как он это пытается даже сам преподнести. Он первоначально нам говорит о том, что думает о серьезных отношениях, о браке, о древе жизни, о том, чтобы вы ему кого-то родили, да, о ребеночке, или сожалеет о нерожденном ребеночке. А дальше идет такая расшифровочка, да, что я бы не прочь стать королем Пентаклей, за счет ее силы, за счет того, что она может дать мне. И для этого нужно ее вогнать в состояние созависимости от меня. Ну, вот такие мысли, мои дорогие, у человека. Да, тут и мысли, и намерения нам сразу обрисовали. Сразу обрисовали. Благодарю вас, единички. Сейчас мы поставим колоду на место и продолжим. Так, это у нас троечки были. Так. Немного пасов руками. И мы приходим ко второй позиции. Что между вами? Что между вами? Что между вами? Так, между вами какие-то переписки, манипуляции, очень некрасивые попытки завоевания. Интересно. Девки пляшут. Ну-ка. О чем здесь речь? Угу. Ну, здесь такая, знаете, история горячо-холодно. Вы идете у меня в аркане звезды, мужчина в аркане мага. Да? Два старших аркана очень серьезных, да, по своему содержанию.
Мужчина пытается при помощи то ли каких-то техник, изученных им, то ли каких-то психологических манипуляций, допустим, изучил вас сначала, знает психологию, знает, как это делается все, и стал применять свои знания на вас, потому что здесь идет завоевание вашего внимания какими-то недопустимыми методами. Мужчина здесь нарцисс, то есть здесь нарциссический склад личности присутствует. Просто как я часто говорю на своих разборах, да, нарциссы тоже бывают совершенно разными. Есть нарциссические проявления, да, которые вообще в принципе есть у каждого человека. Есть есть реакция на нарциссическую травму детства. А есть настоящие нарциссы, да, глубинные, которые действительно являются вот этой черной дырой, да, всасывающей в себя все, другую энергию, чужую энергию. Вот, мы разберем, да, мы же смотрим сегодня истинное лицо человека, посмотрим, к какому типу он вообще относится. Есть соматические, да, нарцисс, зацикленный на своем теле. Вот. Но здесь есть какие-то нарциссические черты. Здесь мужчина почему-то уверен, да, что он вообще не превзойден ни в любви, ни в сексе. Ну, такой вот просто подарок судьбы, знаете, которого женщина только видит, она сразу штабелем ложится и как бы берите меня. Не делай ничего, просто вот будь со мной, ты мой подарочек, да, как бы, и я люблю только тебя. Вот, почему-то он уверен в себе очень сильно, причем именно в какой-то собственной мужественности или брутальности, что ли. Вот, и значит, что нам здесь показано? Здесь показано, что мужчина пытался вас соблазнить какими-то нечестными методами, нечестными манипуляциями. Или он действительно закидывал вас сообщениями с утра до вечера: «Я тебя люблю, ты там покушала, доброе утро, доброй ночи, Вася-тряся», чтобы полностью вас окутать своей заботой. И после этого начался второй период, да, это период отстраненности, это период холодности, и это называется эмоциональные качельки, да, то есть мужчина качает вас на эмоциональных качельках. Вот, но вы качаетесь, потому что, видимо, вы ищете какую-то большую светлую любовь, вы по звезде человек очень творческий, у вас очень много творческой энергии, которую вы выражаете в жизни. То есть вы можете писать картины, музыку, вы можете быть, допустим, преподавателем вокала, вы можете быть танцовщицей. То есть у вас очень-очень много творческой такой энергии. И вот для подпитки этой творческой энергии вам нужна любовь, вам нужны эмоции. Но причем вам нужны специфические эмоции, когда человек преклоняется перед вами, когда он вас тоже хвалит, когда он замечает какие-то ваши достижения, да, как будто бы вам нужен поклонник, ради которого вы будете развиваться дальше. Ну, то есть вы тут нашли, собственно, друг друга, да, с этим мужчиной, то, что нам показывают. Единственная проблема. Мне не совсем понятны цели этого человека. Да? То есть, по сути, он говорит о том, что он завоевывал вас какими-то нечестными методами, он вас завоевал, и сейчас у вас период охлаждения и игнора с его стороны. Вы же, как человек творческий, тоже хотели подпитаться от этих любовных энергий, и почему-то еще посчитали, что у вас с этим мужчиной какие-то кармические отношения, какая-то кармическая связь. А в целом мне показывают переписку. То есть это какие-то такие отношения, далекие от настоящей реальности. Далекие от настоящей реальности. Потому что, как вы знаете, да, в переписке можно надеть любую маску ему и вам. Это, с одной стороны, удобно, а с другой стороны, все это иллюзия, все это не по-настоящему. Хорошо. Хорошо, давайте посмотрим с вами его истинное лицо.
Вы знаете, а его истинное лицо, перевернутая сила, дьявол и королева кубков. О чем это говорит? Здесь действительно нарциссизм человека заключается в поклонении себе самому. Он считает себя центром вселенной, он считает себя первой девочкой, он себя считает кубковой королевой, капризной, такой, знаете, всем нужной, кто не попадает в его жизнь, и вот всем он нужен, настолько он человек. Это мне, простите, пожалуйста, поправляю, потому что все падает, ветер дует, и немножечко я отвлекаюсь. Итак, здесь мужчина в энергиях кубковой королевы. Из разряда «кружите меня, кружите». Любая женщина, которая меня увидит, будет моей. Любая женщина будет мною очарована, околдована, будет делать то, что я скажу. Для него, да, завоевание – это лишь какой-то такой, знаете, первоначальный этап, когда он себя демонстрирует. Это как бы реклама себя. То есть человек сначала в отношениях себя рекламирует и начинает активно завоевывать. Он начинает проявлять какие-то эмоции. И ввиду того, что он вот в этих женских энергиях, да, он знает очень хорошо женскую психологию, женскую душу. Душу на самом деле изучить, конечно, очень сложно, да, но вот какие-то аспекты женской души он очень хорошо понимает, потому что он внутри такой же. Он понимает, что хочет женщина. И он на первоначальном этапе отношений это дает. На, возьми. И смотрит, как женщина начинает таять буквально, да, от этой гиперопеки, от гипервнимания, которое он оказывает. Вот он всегда здесь. Вы написали, 2 секунды он уже ответил. Вы звоните, он всегда готов ответить вам. То есть этот человек как будто бы, знаете, создает видимость того, что он создан для вас. Но это ненадолго, это реклама, да, это как бы трейлер к фильму. Вот. Значит, а дальше начинается ситуация следующая. Когда вы привыкаете, он начинает требовать, чтобы вы начали ухаживать за ним. Да? А теперь давай-ка ты, дорогая, попляши. Мне нужно это, мне нужно то, да я не хочу, да я то, да я сё. Мужчина в женских энергиях может очень своеобразно относиться, да, к каким-то совместным тратам. Он спокойно может быть альфонсом. Да, заплати за меня в ресторане, купи мне машину, купи мне поездку, купи мне то. Вот. То есть мужчина в женских энергиях, он в отношениях чувствует себя на месте женщины. Не он идет за мамонтом, а ему этого мамонта приносит. И вот здесь именно такой мужчина. К тому же он никогда не принимает четкого решения. Здесь между вами не будет ни какого-то резкого разрыва раз и навсегда, ни каких-то предложений, да, четких предложений к дальнейшему сосуществованию. Потому что здесь мужчина всегда находится между чем-то и чем-то. Для того, чтобы всегда был повод уйти, да, чувствовать такую мнимую свободу, и вдруг подвернется кто-то еще, вдруг подвернется кто-то лучше. Он всегда ищет, кто лучше, кто больше заплатит за его вот такое вот прекрасное, ну, за него, короче, прекрасного, потому что он считает, что он прекрасен здесь во всем. Он прекрасен внешне, он прекрасен внутренне, он прекрасен интеллектуально, и поэтому он для всех подарочек судьбы. На самом деле перевернутая сила и дьявол – это очень зависимый человек. Да? Здесь могут присутствовать конкретные зависимости к алкоголю, к наркотикам, к азартным играм. И это человек, который постоянно хочет удовлетворять свои инстинкты. Понимаете, живет по нижним чакрам. Вкусно покушать, какой-то, знаете, такой постоянно новый секс, много секса,
какое-то ублажение тела, он может любить ходить на массажи, да, чтобы вот его трогали, чтобы его гладили. Может быть, он ходит в спортзал, да, но это совершенно не обязательно. Вот такие люди, они любят себя любыми. И он, даже будучи маленьким, толстеньким, лысеньким, непонятным, видит в зеркале красавца Аполлона. Вот он смотрит на себя и говорит: боже, как я хорош. Я просто офигительный. Вот, значит, соответственно, вот такой у нас здесь нарциссичный товарищ пришел. Ну, давайте посмотрим его мысли о вас. На Монаре посмотрю для вас. Так, лишь бы не улетела, лишь бы не улетела. Так, посмотрим его мысли для вас. Для вас, у вас. Посмотрим для вас. Его мысли о вас, вообще зачем вы ему нужны. Ну, вообще он считает, что вы тоже нарцисска. Он считает, что мы нашли друг друга. Вот он что считает, вот он что думает. Этот мужчина говорит о том, что был момент, когда у него от вас действительно снесло голову. И он говорит, что я просто вот забыл себя, забыл вообще все, что было в моей жизни, и влюбился в нее. Ну вот как-то у него так это все произошло, да. Но потом то ли вас развела судьба, то ли вы ушли куда-то от него. Потому что он, по сути, он здесь говорит о том, что вы взбрыкнули. Он говорит, она такая нарциссичная, зацикленная на себе, и она взбрыкнула, не захотела мне что-то давать. Здесь конкретно говорится про секс, что вы не захотели с ним спать, вы не захотели ему давать какой-то секс. Может, виртуальный, может, реальный, да, вполне себе. Вот. И он говорит, она не захотела, значит, мне дать в сексуальном плане то, что я от нее требовал. И что-то там психанула, дверь закрыла и ушла. Вот. Я остался один, мне было очень тоскливо, он просто рассказывает, да, вот он как рассказывает, как идет, я вам тоже передаю. Значит, я остался, значит, один в этом холоде собачьем. Внутренне я почувствовал, что я упустил какой-то шанс, потерял какой-то важный шанс, и это вызвало у меня злость и желание продавить эту женщину. Типа, не может быть такого, чтобы кто-то меня обошел, кто-то меня бортанул, кто-то мне отказал. Я же ёкарный бабай Аполлон, да? Вот, значит, появились мысли о том, что надо вас додавить, продавить и придумать, как сделать таким образом, чтобы вы сами вернулись и потом, значит, уже продолжать как-то играть, знаете, по своим правилам, я бы сказала так. То есть для начала он должен сделать так, чтобы вы вернулись, но вернуться вы обязательно должны сами в эти отношения. Не он вас должен звать, да, а вы должны как-то вот, подумала, соскучилась, вернуться самостоятельно, а дальше он будет диктовать какие-то условия. Еще этот человек вас очень сильно ревнует или к какому-то конкретному мужчине, который у вас есть, о котором он знает, или вообще в целом вы такая красавица, да, что он подозревает, что может нравиться, что вы можете нравиться не только ему. Вот, потому что здесь и жезловая королева, то есть у вас какая-то сумасшедшая сексуальная энергия для него. Он все время говорит о жезлах, он все время говорит о страсти, он все время говорит о том, что вот он вас бы разорвал. Но вы не даетесь. Понимаете, вы или сейчас не даетесь, решили ему отказывать, или вы в принципе никогда ему не принадлежали. А сами знаете, да, что мужчина может не запомнить 1000 лиц женщин, с которыми он спал, да, но запомнит одно лицо. Женщина, которая ему так и не досталась. Существуют такие поговорки, да, мудрые. Вот, значит, здесь
Мужчина перебирает у себя в голове, сетует, да, на то, что вот, может быть, он совершил какую-то ошибку, сделал какой-то необдуманный шаг, что вот вы были почти у него в руках, но, блин, что-то такое вот сорвалось, да, что-то я сделал не так. Но ничего, я не отчаиваюсь, все равно будет моей, сделаю так, что прибежит сама и будет петь по моим правилам. Как-то так. Как-то так, мои дорогие. Вот такие мысли о вас и вот такие вот у человека намерения. Так, а для чего вы ему вообще нужны-то? Ага. Мамочка ему нужна. Ему нужна женщина, которая всегда будет под рукой, всегда будет рядом. Такой некий источник понимания, одновременно друг, жилетка, которой можно пожаловаться, любовница, которая будет все для него делать. Вот. Ну, в общем, человек, который всегда рядом, всегда поможет, на которого всегда можно опереться. Вот он вас в эту категорию для себя поместил. Ну и с сексуальными услугами еще, соответственно. Но самое интересное, слушайте, такой классический нарцисс считает нарциссой вас. Прикольно? Прикольно. Благодарю вас, двоечки. Сейчас будем делать наши перетурбации. Все это перемещать. Собирать позицию и переходить к троечкам. Простите, что я такая лохматая сижу перед вами. У меня челку, ветер в разные стороны. Специально сегодня убрала волосы, чтобы они мне не налипали с разных сторон. Ну, налипает челка. Троечки. Итак, что между вами? Какой-то спор на фоне денежного коллапса. Ой, мужчина очень зол на вас. Может быть, вы попросили денег, может, вы потребовали денег, а может быть, вы попросили вернуть долг. Да? Может быть, денег давали вы как раз. Вот. А сейчас вы ему сказали: слушай, дружок, хватит, да? Ну, нужно бы уже заплатить по долгам. Так, что между вами? Мужчина жезловый король, вы кубковая королева. Прекрасное сочетание, которое могло бы быть действительно, ну, таким любовным, да, любовным, потому что жезловый король, король-завоеватель, король, который несет своей королеве мамонта, а кубковая королева – это принимающее начало, женщина, которая может создать домашний уют, очаг, которая всегда будет любить, всегда будет отдавать, и она очень нежная и очень такая мягкая, женственная, ранимая. Прекрасное сочетание, на мой взгляд. Но и между вами отношения это складывались как раз очень правильно, да, то есть каждый из вас нес какую-то очень правильную роль во взаимоотношениях. И он хороший, и вы хорошие, то есть правильные роли. Значит, что пошло не так? Стал какой-то вопрос о деньгах. Может быть, для кого-то вы находитесь на расстоянии, и нужно было сблизиться, нужно было преодолеть расстояние, то есть кому-то нужно было приехать, или ему к вам, или вам к нему. И стал вопрос о том, что кто будет за это все платить. Или же, да, вы ему давали денег, попросили денег в долг. О, Господи, назад этот долг, да, или же вы у него попросили денег в долг. Да, не зря же мне поток слова эти произнес в голову. Значит, ну, или вы попросили решить какие-то ваши финансовые проблемы, может быть, да, там, коммуналку оплатить, помочь разобраться с кредитом. Здесь что-то связанное с финансами, да, что стало причиной злости этого мужчины на вас, причиной того, что вы поругались. По десятке мечей здесь может быть окончание отношений, да, такое неожиданное, во-первых, которого никто не ожидал, когда люди обиделись друг на друга, замолчали, и молчание уже настолько долго длится, да, что это похоже на конец. Вот, то есть сейчас нам говорят о том, что вы, скорее всего, не общаетесь,
Или если общаетесь, допустим, может быть, вас деловая сфера как-то связывает, да, если вы общаетесь в деловой сфере, то это только по работе. То есть никаких личных контактов. Ну вот так. Если вы узнали свою ситуацию, давайте будем двигаться дальше и смотреть лицо вашего мужчины. Лицо вашего мужчины. Ну, вот смотрите, как интересно, да, нам говорят о том, что он как раз сейчас свое истинное лицо вам показал. Вот то, что вы о нем думаете сейчас, исходя из вашей ситуации с ним, да, из того, что он вам что-то не дал или что-то не отдал, или там сказал, плати за себя сама во время поездки, не купил вам билеты, да, хотя очень хотел увидеться. Вот именно сейчас вы видите в этой ссоре, в этой ситуации истинное, настоящее лицо вашего мужчины. Значит, что нам о нем говорят? Здесь человек, который, знаете, манипулирует своим уходом очень часто. Если ему что-то не нравится, он начинает громко хлопать дверью, уходить. И в этот момент он ждет, что женщина, конечно же, за ним побежит. Что женщина начнет догонять, предлагать, давай все-таки вот так, давай не уходи, ты подумай, там, и так далее, и тому подобное. Вот, значит, капризничает, да, капризничает, можно так сказать. Мужчина, который после расставания может очень некрасиво и мелко мстить. То есть это мужчина, которому нельзя полностью довериться и нельзя рассказывать о себе какие-то тонкости, какие-то тайны. Потому что он эти тайны будет складировать у себя в памяти. Хорошо, если он не будет их записывать в блокноте. Значит, и после того, как он накопит достаточно информации, если вы ругаетесь, если что-то пошло не так, он эту информацию может благополучно использовать против вас. Самым некрасивым методом. Написал, например, да, написать донос на вас, если вас связывает там какая-то деловая сфера, анонимку послать на вашу работу, написать донос, тоже анонимный, естественно, да, вот, то есть как будто бы каждый раз, когда человек уходит из отношений, он женщине своей мстит, и он делает какую-то гадость такую, понимаете, то есть раз использует ее же доверительную информацию против нее самой. Это вот его негативный черт. Но здесь, честно говоря, такие карты, что я не знаю, где позитив искать. Вроде в сигнификации показали прекрасного жезлового короля, добытчика, да, способного что-то сделать для женщины. А тут показывают в основном такие отрицательные черты. Может быть, знаете, потому что положительные вы хорошо знаете, да, а вот об отрицательных хотелось бы послушать, как говорится. Вот, значит, здесь мужчина очень много врет. Очень много врет. Причем, чем красивее, чем ярче он говорит вам о своей любви, тем больше вам нужно искать подвоха в этом. То есть он любит как бы все приукрасить, именно когда ему что-то нужно. Преувеличить свои чувства, преувеличить вашу значимость, когда ему нужно что-то от вас получить. Вот, значит, здесь мужчина, который очень часто играет на жалости, на том, что ему плохо, он заболел, вот у меня там хвостик отвалился, ручечка болит. Или о том, что у него было какое-то несчастливое детство, его не любили. То есть здесь мужчина пытается надавить на женские, такие, знаете, очень
болезненные точечки, да, болезненные болевые точки. Простите, практически тавтология, но как-то так выходит у нас. Для того, чтобы женщина начала больше жалеть, больше отдавать, больше вестись на что-то. Характер очень вредный у мужчины. Очень вредный. Вот эта вот манипуляция уходом, а потом заслужи мое внимание. То есть он для того, чтобы вернуться в отношения, будет требовать от вас, чтобы вы заслужили его внимание. Все время выставляя себя жертвой вашей, да, как будто бы в ссоре, да, или в неком разговоре. Вы помните одно, вот вы говорили одно, вкладывали в это один смысл, да, а он это все перевернет так, что вы будете сомневаться в себе. Да, блин, так оказывается, я здесь агрессор, так оказывается, я на него наехала, оказывается, он, бедненький, так сильно страдал из-за меня, агрессора. Вы на это все не ведитесь. Это все его манера взаимодействия, это все его манера общения с женщиной. Использовать все, чтобы занять более выгодную позицию. При том, что сигнификация нам давала жезлового короля, истинное лицо, перевернутый кубковый король. Что это значит? Это значит, что человек может держать гарем. Или гарем, я не знаю, как правильно говорится, гарем, наверное. То есть у него есть вы, у него есть какая-нибудь Даша бармен, у него есть, допустим, Наталья, не знаю, фитнес-тренер, да, у него есть еще какая-нибудь Ольга, с которой он общается только на деловые темы. И когда вы залазите к нему в телефон, у него целая куча женских имен. Вот. То есть это человек, который всегда должен держать рядом с собой нескольких женщин. На случай, если одна его бортанула, он бежит сразу к другой. Вторая бортанула, бежит к третьей. У него должны быть постоянно какие-то женщины под рукой, чтобы доказывать себе свою собственную значимость. Здесь человек через женщин, через вот обилие, да, женских энергий себе доказывает собственную значимость. Вот. Он тоже, да, привык, чтобы его завоевывали, чтобы для него делали. Он очень любит подарки. И все время требует, чтобы за какие-то его поступки, за его вложения ему платили. То есть, понимаете, здесь какие-то отношения такие предполагаются, дашь на дашь. То есть я вот тебе сделал вот это, я тебе принес букет цветов, что ты мне за этот букет теперь сделаешь, да? Как ты будешь сейчас выкручиваться в постели, дорогая, за то, что я тебе такой шикарный букет цветов из 3 розочек принес. Вот что-то в этом роде здесь идет. Окей, хорошо. Ну, давайте посмотрим его мысли о вас. И... Эх, жаль, что вы не видите, а я вот смотрю, сижу прямо на такую красивую ящерку. Хотелось бы, чтобы она прибежала к нам с вами. Но боюсь, что вряд ли она здесь дрессированная. Итак, его мысли о вас в целом, да, зачем вы ему нужны. Ой, Господи. Говорит, что вы его настоящая любовь. Его мысли о вас. Я люблю ее, говорит он. Тут, понимаете, вот смотрите, когда человек говорит, что любит вас, даже когда мы смотрим в глубину, да, через карты, через поток, то есть не слова, а глубину, истинность, да, разделяйте, пожалуйста, понимание любви каждого. Всегда внимательно слушайте сигнификацию, внимательно слушайте, какой человек, что именно он вкладывает в понятие «люблю».
кто-то вкладывает отдачу. Я сделаю для тебя все. Я сделаю тебя счастливой. Да? А кто-то говорит люблю, да, и оно равнозначно мне с тобой очень хорошо. Ты создаешь для меня комфорт. Ты создаешь для меня определенное состояние. Так вот, ваш мужчина, он говорит о том, что он любит вас за то, что вы умеете создать у него, да, некое состояние счастья, состояние расслабленности. Может быть, вы ничего не требуете, мои дорогие, понимаете? То есть здесь как будто он с вами может расслабиться, когда ему, как будто бы ему рядом с вами не нужно напрягаться, не нужно что-либо делать. Вот. И он говорит, что он любит, да, вас за это состояние, которое вы ему создаете. Далее. Он говорит о том, что он будет к вам стремиться и будет вас завоевывать. И несмотря на то, что сейчас между вами какая-то некрасивая пауза, да, он ее считает действительно паузой, он будет здесь проявляться к вам, он будет стремиться к вам, но, понимаете, не совсем для того, чтобы сделать вас счастливой, а для того, чтобы все выяснить. Он такой, типа, я не договорил, женщина, я не договорил, я еще вернусь, чтобы тебе договорить все. Вот, значит, у него, безусловно, существуют такие, знаете, убеждения, что вы какая-то кармическая женщина, возможно, вы его близнецовое пламя, да, вот. Ну, то есть он думает об этом, он думает о том, что вы можете быть родственной душой, некой родственной душой для него. Вот, значит, он считает, что вы обладаете колоссальной, очень таинственной магической энергией. То ли вы практик, то ли он это говорит о вашей женской энергии, да, о том, что вам невозможно сопротивляться. Вы действительно несете с собой какую-то такую таинственную женственность, очень привлекательную, очень манкую для него. Вот. И, соответственно, он думает об этом всем. Он думает об этой вашей таинственной энергии. Он думает о том, как завоевать вас. Он думает о том, что вы очень сложная женщина, о том, что придется обойти большое количество препятствий, чтобы вы вот были такой, как ему нужно. Вот. И думает он о том, что он вас любит. Понимаете? Хорошо, а зачем вы ему нужны на самом деле? Для императрицы, слушайте. Но почему-то он говорит, она мне нужна для того, чтобы она стала моей императрицей, но по перевернутой справедливости я не могу ей дать штамп в паспорте. Какая-то странная история, да? Похоже на то, что парень женат у нас. Вот. Но здесь есть препятствия к тому, чтобы официально заключить брак. Но по большому счету мужчина очень хотел бы, чтобы вы стали его императрицей, несли какие-то функции, которые ему необходимы, без официальной печати в паспорте. Как-то так, мои дорогие. Дальше уже вам решать. Ну что, вот такой у нас сегодня получился разбор. Благодарю вас за ваше внимание. Благодарю вас за то, что вы на моем канале, мои дорогие. Не забывайте, пожалуйста, подписаться. Не забывайте поставить колокольчик, да, как оповещение о дальнейших раскладах. Не забывайте поставить лайк, не забывайте написать комментарий. Пожалуйста, мне очень нужна обратная связь от вас. Если вам нравится расклад, если вы чувствуете, да, что что-то резонирует, что-то затрагивает вашу душу, пожалуйста, будьте тоже благодарны в ответ, да, хотя бы вашими лайками, комментариями и подписками. Это очень нужно для продвижения. Благодарю вас еще раз и, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!